Доброе утро всем, друзья, и отличного настроения. Приветствуем вас. Всем привет. Едем по чистой воды импровизации сегодня. Направляемся в Славский район, где будем копать. Непонятно, неизвестно, будем смотреть. Уже давно там не были. Будем проезжать через поселок Ясное. Там интересные моменты заснимем, покажем вам, увидите. Надеюсь, сохранилась еще реклама молочной продукции на одном из домов поселка. Ну и вообще надписи старые немецкие тоже присутствуют. Прошла информация, что там снимали кадры фильма Василий Теркин. Его сейчас снимают у нас в Калининградской области, в Балтийске. Там танк на пароме привозили. Я видел, какую-то повозку тоже везли. Это все к фильму относится. В Ясном, куда мы сейчас едем, там тоже снимался этот фильм. Не знаю, может даже декорации какие-нибудь остались еще. Может он еще и будет сниматься, продолжать. Ну хотя я сомневаюсь, скорее всего приехали, отсняли и уехали. Вот, так что не переключайтесь, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте палец вверх, оставайтесь с нами, поехали. Непогода разыгралась, друзья. Дождик чешет, и мы едем. Въезжаем в поселок Ясное. Готовые декорации для военного фильма. А вот этот фонарь, который на центральной площади стоит, это еще с тех самых времен. Кирху, кстати говоря, восстанавливают. Последний раз, когда мы были, крыши не было. Ну вот, монтируют. Погода сегодня не ахти, конечно. А мы двигаемся дальше. Часы наставлены. И время показывает. Время правильно. Вот они, дома с остатками рекламных надписей. Кстати говоря, был очень и очень богатый поселок у немцев. Проехали поселок Ясное, едем дальше. Теперь будем смотреть, что у нас будет предложено по полям, по хуторам. Может, что и найдем, остановимся и будем копать. Не переключайтесь. Как настроение, товарищ генерал? Дождливый. А у тебя, Антон? Огонь, кайф, наслаждение. Я солнышко люблю. Чего? Я солнышко люблю. Есть. Ну что же, мы наконец добрались. Вот такое поле большое, где была гряда домов. И у меня первый сигнал, первая сработка. И вот такой вот механизм закрывания с бутылки. Бугельная пробка была. Наверняка пиво, а может и минералка. Цветной механизм.
хорошем состоянии, можно подвыпрямить. И будет зачет. Ну что ж, начало положено. Поехали. Вот первая монетка. Прусский пфеник. Герб с короной хорошо видно. И отверстия не забыли сделать. С этой стороны ничего не видно, только зеленка. На Антона нападают. Стадо коров, решил его вытеснить просто. Банда идет. Такой бодрый сигнал был. Какая-то пряжка, по-моему. Ага, старенькая такая. Сейчас ее чистану маленько. Интересно, мне раньше такие не попадались. С продолжением здесь. И сама такая с узорами даже. Вау. Вышли на дорогу, и у генерала сигнал. Сначала думали прусский пфеник, а тут, друзья, посмотрите, солид какой шикарный. Просто там кресты вот эти данциговские, как будто. Вообще, я первый раз такой вижу. Это, ну да, Эльбинг, Эльблонг. Посмотрите, какой вензель шикардосный. Просто не монета, а песня какая-то. Зависть коллекционеров. Аукционы лихорадит, нумизматы в шоке, как говорится. Потому что генерал монету поднял. Посмотри, вензель какой. Охрененно. Ты с той стороны посмотри. Эльбинг. Сильно не натирайте, генерал. Покажи, Антон, что ты там начищаешь. Смотри, вот эта крышечка. Винтаж. Грейт надпись, там, по-моему, год еще какой-то. Ну, это кнопка какая-то. Тут буквы какие-то, да, с короной. Да, Антон, поздравляю. С 1982 года. Это от джинсов кнопка. Винтаж. Вот это заколка, походу. Не, или пряжка. Да, это, скорее всего, от женского платья. Такие широкие ремни поясные у них. Гусев. Советский Союз. Ну, какая коробочка у тебя шикарная. Зашел в кусты здесь, в заросли. И вот какая-то интересность попалась. То ли пуговица, то ли брошечка какая-то. Сейчас посмотрим ее. Ой, помыл ее. Такая красота. Я не с той стороны смотрел, оказывается. Посмотрите. Какая роза прикольная. А я вот с этой стороны ее смотрел. Ну да, а-ля брош была. Ля броше. Смотрите, какой цветок. Какая детализация, друзья. Батюшки мои. Погнали дальше. Джоли. Ай, красавица. Джоли. Ой, какая. Молодец. Все, ладно, мы поехали. Все, давай. Все, пошел. Гроза коров. Пастух. Генерал электропастух. Фэшн электропастух. Подружку нашел. Так и погнал. Скажут, корову угнать хотят. Цыгане приехали. Ромалы. Бахталось. Сейчас переезжаем в другое место. Вот смотрите, еще здание какое было. Смотрите, лютое какое. И там даже крест. Походу, это какая-то была... Приход какой-то был. Посередине. Да. А
оторвали, да, его? Копьем вперед. И смотри, такие барельефы, да, там Угу. узоры. Вот так вот. Едем дальше, на следующее поле. Приехали на новое место. Тут вот дом был большой, отдельно стоящий. Просто начал копать наобум, стекляшка полезла. Бутылочка амоловская. Железки всякие, винная бутылка лысая. Вот такая вот прикольная пузыряшка глиняная. Вот такая жалко битая попалась. И он еще ползет. Опа. Такой пузырек в накопитель. Тут вот винная. Какие-то железки от печки, видимо. Еще вон какие-то. Копаем, в общем, друзья. Копаем. Вот и уксусница ваша любимая. В накопитель. Два малыша парой выпали. Один даже с пробкой. Еще вот такая чернильница была. Белая, целая тоже. Такой малыш попался, прикольный, весь в надписях. И там даже вот какой-то иероглиф снизу стоит, но написано по-немецки. Как на солидах, под углом, так вообще прикольный. Посмотрите. Я так понимаю, это батарейка была. На ней еще этикетка сохранилась. Наверное, батарейка, мне так кажется. Еще сейчас покажу печаль одну. Посмотрите. Бутылка. Каукемин. Это поселок Ясное, вот который мы проезжали. Блин, целую бы найти, конечно, это было бы вообще просто. Я бы счастлив был. Ой, друзья. Альберт Адамлер, что ли, или что-то. Адамит какой-то. Да, пока только вот так вот. Бочонок 100-граммовый выскочил. И главное, закрытый совершенно. Что там написано-то на нем? И орел, главное, какой сидит. Какая-то аптека. Медицина какая-то. Мазь, наверное. Внутри такой тяжеленький. Ну все, яму заровнял. Выбрал. Что там с надписями было. Заберу. Остальное, кому надо, тот заберет. Кому интересно, кто сюда дойдет. Пойду к машине, отнесу и дальше похожу. Ребята разбрелись все. Рюкзака-то с собой не было, но дождевик брал. Короче, вот так вот, как цыганка Аза, все собрал. Сейчас прибор с лопатой возьму и пошел на водоем, помою, да к машине закину, да еще поброжу. Хожу вокруг дома и
пятачок. Золото партии, да не той партии, друзья. 24-й год, Колосья. За монетой рядом еще одна помойка пошла. Снова уксусные дела. Снова вот что-то еще. Ух ты. Посмотрите, как хорошо. Тоже что-то хорошее. Потом помою, покажу. Pain Exceller. Обезболивающее. Обезболы, друзья. Это обезболы. Ну, вот вторая помойка дает результаты. Вот такая бутылка приятная. Яволь какой-то. Что-то такое интересное было. Вот, ребят, вроде что-то дельное вылезло. Бутылочка. Не Каукемин, как я хотел, конечно. Но Тильзит. Р. Киснер. Тоже очень даже подойдет. Очень даже подойдет. Смотрите, друзья, кто у нас выскочил. Ай-яй-яй, кто у нас здесь? Сначала думал девушка, потом посмотрел. Пацан, что ли, в галстуке. Поломанный весь. Ну ничего, пускай сидит здесь, охраняет мои бутылки, чтоб никто не своровал. Генерал пошел на помощь помыть бутылки с этой помойки. Все, друзья, сил у меня нету. Я вот это сейчас забрасываю. Весь этот хлам назад. Что забираю, то забираю. Ребятам дам по бутылочкам. В принципе, подковы нас тоже подписчик просил передать. Эдуард, привет. Спасибо за мангал. Подков подсобирали маленько. Антон передаст тебе. Короче, ну они такие, так себе. Не знаю, что, какие не подойдут, выбросишь. Будут попадаться, будем подгонять. Буду засыпать. И будем собираться, наверное, уже все устали. Время уже 5 вечера. Заровнял все за собой. Моемся, результаты и к машине. Вот так вот, ребят, получилось. Забрал все, что с надписями. Конечно, очень хотел бутылку, которая поселок Каукемин, по-моему, Ясная, да, он назывался. Но вот попалась такая доктор Киснер или Р. Киснер, что там, Тильзит. Вот такая вот, вроде чернильница это. Амоловские, тоже в ассортименте. Амол — это ментоловый сироп. Фирма до сих пор существует. И когда границы с Польшей были открыты, оттуда даже привозили вот эти вот ментоловые сиропы. Уксусницы разные, большие и маленькие. Вот такой вот у меня не было. Такую с удовольствием заберу тоже. С таким горлом огромным. Вот такие вот бутылочки Явол или Явол или Яволь, не знаю. В общем, стекло в изобилии. В изобилии. Ничего такого мега-супер, но вот прикольная, кстати, тоже. Можно поставить в нее цветочки дома ставить. Прикольно будет. Вот это вот с крышкой попалась, а на крышке орел. Медицина какая-то. Аптека какая-то там. Конечно же, вот этот парнишка очень сильно порадовал. Как всегда, без ног. Перчик такой. Вот это вот роза. Тоже принесла положительные эмоции. Такая прикольная она. Я сначала вот так на нее посмотрел, думал, канина какая-то.
Это самая настоящая брошь. Все хорошо. Что-то чешут там парни эти. Тоже прикольные. Кому-то они часто попадаются, мне нет. 5 фенигов. И вот такая вот матовая банка. Миа Вера написано. Как-то так. Переходим к следующему участнику. У меня нету находок. А что вы такой сразу? Вот такая, генерал по коронам сегодня пошел. Вот такая корона у него. Раз. Почему? Вот такая корона 2. Я с уважением ко всем находкам, друзья. А солид он свой спрятал. Не хочет показывать. Цветняшки. Ну, генерал вот наскоблил, монет тоже. Клещей очень много было. Оп. Вот Антона результат. Вот это вот все. Ременные накладки, пряжечки. Монетки. 20-очка, рамочник. 1 шиллинг. Прусский. Антона очень сильно он порадовал. Да, Антон? Да, коллекция. Он еще не находил. Такой сохран. Приятный. Пломба гумбининовская. 10-пфенинговик. Сейчас генерала солид покажу еще. Шикарный. Эльбинг. Руки все грязные, страшные такие, ужасы. Про нас? 1763. Вот на этой позитивной ноте, под пение жаворонков, мы покидаем эти края, друзья, и отправляемся домой. Уставшие, но каждый по-своему счастливый. Так что ставьте палец вверх, пишите комменты, подписывайтесь, кто еще не подписался. Всем пока. Все, друзья, отправляемся домой. До свидания, Ясное. Может, еще и заявимся. Так что смотрите фильм Василий Теркин. Скоро в кинотеатрах, наверное. А время уже 6:30 получается. Вот уже и закат, друзья. Сегодня мы далеко от дома уехали. Возвращаемся уже 7:30 время вечера.